Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал ветеранной службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 17 мая, и мы сегодня проводим с вами промежуточный выпуск. Напомню, что вы в начале нашего выпуска можете поставить нам лайк авансом, если вы поддерживаете нашу деятельность, и также написать комментарий с 5 слов. Наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно ставят лайки и прекрасно пишут комментарии. Всем огромное спасибо. Продолжайте в том же духе. И также призываю всех наших уважаемых зрителей и слушателей, которые еще не подписаны на наш канал, подписаться. Это очень важно, потому что скоро, очень скоро начнут происходить знаменательные события, и для того, чтобы узнать первым о том, что происходит, конечно, надо подписаться. Конечно, надо подписаться и желательно поставить напоминание. Там нажать на колокольчик во время подписки, и вам будет приходить напоминание, когда будут выходить наши материалы. Это действительно очень важно. Также стоит подписаться на наши телеграм-каналы, и на наш телеграм-канал основной, на наш телеграм-канал «Генерал СВР Резерв». Тоже очень важно. Там самая актуальная информация, там инсайды, там все самое необходимое, то, что стоит знать. Здесь в YouTube-канале мы с вами обсуждаем текущие события и уделяем время анализу, в том числе в итогах недели с Сергеем Жирновым. Также здесь я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня среда. Я хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что в комментариях к этому ролику можно оставить свои вопросы. Наши уважаемые зрители и слушатели, конечно, об этом прекрасно знают. Я напоминаю тем, кто не знаю, кто впервые, возможно, совсем недавно слушает нас. Оставляйте в комментариях свои вопросы. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Так, теперь давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня. Зерновая сделка практически продлена. Ну, не просто продлена, ее еще условия расширены. Дала Россия согласие на вывоз продовольствия из Украины не только через те порты, которые были оговорены ранее, но еще из 2 портов, которые находятся на территории Украины. Насколько я понимаю, именно так было сформулировано расширение зерновой сделки. Эрдоган поблагодарил руководство России, поблагодарил Путина, выступил таким, ну, если сказать не миротворцем, то таким арбитром во время продления этой сделки. Российские паблики патриотические взорвались крайним негодованием, поносят последними словами российский МИД, поносят Марию Захарову, поносят других сотрудников Министерства иностранных дел. Да только вот стоит помнить малоуважаемым, вернее, абсолютно неуважаемым людям, которые комментируют в таком ключе. А кто стоит за российским МИДом? Кто вообще руководит российским МИДом? Что такое вообще российский МИД? Это, извиняюсь, фуфло. Извините за такое жаргонное слово, но это слово присуще президенту России Владимиру Путину, и я характеризовываю нынешний российский МИД именно так. Российский МИД — это и есть президент России Владимир Путин. Его решение, его воля, его ответственность. Зачем парафинить, извините, опять-таки за сленговое слово, российский МИД, когда эта организация абсолютно ничего не решает. Абсолютно ничего. Ноль без палочки. Полностью все консультации проводятся с президентом. Любое решение подобного рода принимается лично президентом и утверждается лично президентом к исполнению. Все претензии к недофюреру Путину. Поэтому любые дискуссии по этому поводу стоит вести именно в этом ключе. Теперь перейдем к тому, как умеет торговаться Эрдоган. Мы видим, что условия зерновой сделки не только подтверждены, но и расширены. Да, это на ближайшие 2 месяца.
Эрдогану важно переизбраться, и для переизбрания Эрдогана Путин жертвует своей, прежде всего, репутацией. Мы понимаем прекрасно, что репутация, и, конечно, в глазах внутриполитического, внутриполитического наблюдателя, конечно, это подрывает его доверие, в том числе и среди россиян. Я понимаю, что большинство россиян не следит за тем, что пишут телеграм-каналы, особо не обращают внимания на то, что пишут ультрапатриотические паблики. У них аудитория от 5 до 7%, и реальная аудитория, я имею в виду. Далее там сарафанным радио доносится еще до определенного количества людей. В сущности, где-то в районе 15% населения России, которые понимают, что происходит в той или иной степени. Не обязательно это люди, которые поддерживают патриотические, ультрапатриотов или турбопатриотов, как угодно. Это люди, которые в том числе просто понимают, что в реальности происходит. Конечно, в этом контексте подрывает саму сущность мировоззрения, как должно быть и как все происходит. В плане, конечно, руководства России со стороны президента России Владимира Путина. Мы с вами немножко относимся к другому лагерю, не немножко, а к кардинально другому лагерю. Мы прекрасно понимаем, что происходит, мы прекрасно понимаем, что президент России Владимир Путин слаб. Эрдоган исключительно использует Путина в своих личных целях и в своих интересах. Путин, находясь в подобном положении, чувствует себя более чем комфортно. Мы уже говорили о том, что он любит крупных мужчин, любит он выступать, любит находиться в их плотных и крепких объятиях. Здесь и Лукашенко, здесь и Эрдоган, здесь и полупокойный Янукович, который, в принципе-то, не семи пядей во лбу. Янукович вообще откровенный идиот, а Лукашенко далеко не семи пядей во лбу, но имеет свое такое обаятельное влияние на Владимира Путина, и в сущности крутят и делают с ним, что хотят. Будь Янукович чуть умнее, конечно, и он с Путиным совладал бы, но идиот. Хотя также располагал к себе довольно неплохо Владимира Путина. Так, перейдем теперь к другим новостям сегодняшнего дня. Давайте обговорим с вами то, что обсуждает сеть, обсуждает довольно, я имею в виду интернет, конечно, обсуждает довольно плотно. Телеграм-каналы обсуждают аресты ученых, которые занимались гиперзвуковой тематикой. Действительно интересная тема. Мы видим, что ракеты «Кинжал» российского производства оказались такой же фикцией, как и российская армия в роли второй армии мира. В той или иной степени президенту морочили голову, и, конечно, отдуваться должны разработчики. Насколько есть действительно вина в разработчиков в предательстве, в шпионаже, в измене Родины, в манипуляции с средствами, которые им выделяли, это уже вопрос второстепенный. Конечно, никакого шпионажа и никакой измены Родины там и близко не видно, но у Путина рассуждения простые. Если кинжалы не поражают то, что должны поражать, если те сверхзвуковые технологии, которыми он в своих речах перед депутатами, перед общественностью российской не выполняют те функции, которые он анонсировал, то, конечно, виноваты во всем разработчики, а не он. Ну, никто, конечно, давайте вернемся к этому вопросу более широко, обсудим его. Дело в том, что, конечно, никто не из разработчиков, из тех людей, которые отвечали за финансирование и так далее, никто не думал, что эти ракеты будут реально использованы. Никто не думал, что будет реальная война. Никто не думал, что эти ракеты будут использованы в реальных боевых действиях. Никто не думал вообще, что будет конвенциональная война с участием России, тем более агрессивная война, где Россия выступает в роли агрессора. И, естественно, не предполагали, что на Россию вообще может кто-то напасть. И это чистая правда. На ядерные державы никто не нападает, и нападать, конечно, не собирался.
В этом смысле они действовали, как они считали наверняка, но не тут-то было. Не тут-то было, война все оголила и все прекрасно показала. Путин проиграл и пытается пойти на дно не сам, а утопив первоначально тех, кого он считает виновными в своем поражении, в своем позоре. Так, давайте, наверное, на сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Оставляйте в комментариях к этому видео свои вопросы, на которые я на ваши вопросы отвечу уже в пятницу, 19 мая. 19 мая, если мне память не изменяет, День пионерии, да? В Советском Союзе был. Так, ладненько, 19 мая тогда и обсудим это. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго, до свидания.